Всем привет, подписчики канала на YouTube и просто гости. Давно уже не вылаживал видео, а видео про эндуро будут продолжаться. У меня просто была сломана нога и пришла зима, скажем так. Поэтому про эндуро ничего пока снимать не буду, пока весна не придет. Про ремонты также я буду продолжать снимать. И хочу такое, вот я прикупил себе такую машину. Chrysler Voyager, короче, старичок. Все знают, у них проблемы по кузову, и она довольно в подушатанном состоянии, она не заводила, взяла не задорого, и я буду рассказывать про ее восстановление, что по кузову, что технически. Двигатель весьма распространенный 2.5 дизель, был он взят с дефектом, он не заводился даже. Электрики мне что-то там перепаяли в насосе, и я переложил заново косу, дособирал его. В принципе, мотор работает и неплохо, но стучит гидрокомпенсатор. Раньше он ляпал вообще невыносимо. Я ставил его на мягкую промывку, то есть я залил туда промывку масляной системы, которая до 500 километров пробега. Если же в гидрокомпенсаторе техническая, механическая часть не повреждена, то есть нету никаких там расколов корпуса, поломы пружины или тому подобного, он должен оклематься. Если, конечно, будет излишний износ, тогда он все равно будет периодически, но тихонько подляпывать. Масло там какое-то старое, бывший хозяин сказал, поэтому надо типа менять. Сейчас уже машина где-то литров 5 спалила на холостом ходу и на газуя и тому подобное. Поэтому сегодня у нас такое введение. Начал по YouTube лазить, оказывается, не совсем много информации про эти машины. Как вы видите, у меня гнилые стаканы, даже вин выгнил, но по экспертизе машина была поставлена на меня на учет без данного вина, потому что по экспертизе машина соответствует и опираются на вин номер под стеклом вон там и на водительской дверке. Но водительская дверка снизу подгнившая, и мне в ГАИ посоветовали не менять дверь, а просто ее восстановить, нижнюю часть, дабы потом не возникли проблемы с дальнейшим переоформлением. Кратко по проблемам. Не было аккумулятора, я достал старый аккумулятор, как Денис механик учил, там зарядил его, промыл содой, сменил электролит раз, два, три, на третий раз уже электролит чистый. Заводит отлично, маслает отлично, но почему клемма снята? Высаживает аккумулятор машина. Эту проблему, как я буду решать, я подробно расскажу, чтобы вы сами тоже могли такую проблему решить, если у вас она появится. У их беда оригинальный расширительный бачок, он часто сопливит. Мне повезло, он пока не сопливит, но видел, как переделывают на ренушные. Тоже потом как-нибудь расскажу. Покажу, как делают, переварю стаканы, когда куплю. На данный момент, почему я машину загнал в гараж, я хочу поменять сальник на насосе Гура. Это я тоже буду в следующем видео уже вам расскажу, как это будет и какой туда сальничек подходит, как это я буду делать. Что еще я бы хотел сказать? По панельной приборе нет подсветки, глючит освещение. То есть самые распространенные проблемы: приборка, освещение. Буду все вопросы эти решать и вам рассказывать. Также буду рассказывать, как, что я переваривал и что делал. По днищу он... Короче, вся машина на троечку по пятибалльной системе. Салон требует химчистки, перетяжки потолка. Ну, в принципе, салон большой. Машина Grand Voyager. Тонированная. Ну, потенциал под восстановление есть. Конечно, провисшие петли на дверях. Как это все я буду восстанавливать, я вам расскажу. И вы будете... по возможности, если, как говорится, руки растут откуда надо, вы все сами сделаете и тоже такую же процедуру по восстановлению сможете проделать. Задняя крышка багажника, как и у большинства людей, под замену. Не нашел я видео по замене лампочек верхней приборки, тоже об этом сниму. Буду лазить в эту приборку, сниму. Ну и, короче, буду снимать видео побольше про эту машину. Они будут коротенькие, я думаю, в 5 минут я буду влаживаться. Это как бы начальное видео, такое длинноватое получилось.
Поэтому не судите строго, ставьте лайки. Всем удачи, мира, добра, любви и так далее. Пока. Ах да, еще одел клемму. Покажу, как стучит мотор, если он будет сегодня стучать. Потому что довольно часто уже не стучит. Так, включили зажигание. Как вы видите, на приборке нету половину лампочек. Чека нету, АБСа нету. Все это надо заменить, поставить. Свечи накала выведены на кнопочку. Так, подогрели, заводим. Честно сказать, это уже не стук почти. Ну, слышно, что стучит гидрокомпенсатор. Но по сравнению, что было, это уже по факту не стук.